Всем привет! Сегодня мы опять забираемся в горы. Встречает нас солнышко. Едем мы на перьях Абхала. Гора крутая. Приходится маневрировать среди камней. Еще меленькие камушки, этот щебень постоянно в заносе. На каждом повороте. О, тут более-менее. Ну, можно дать джазу. О. Опять гора. Вон уже вороны встречают. Или это орлы? Орлы! Орлы, привет! Класс! Ну, как я и сказал, сегодня дымка такая. Хотя, может, сейчас и распогодится более-менее. Будет солнышко хорошо светить. Ну, оно и сейчас светит, но что-то тучки, смотрю, со всех сторон потихонечку выползают. Путь мы только начали. Ехать еще далеко. Пока ехал, жалко, была выключена камера. Косуля прям перебежала дорогу перед мотоциклом. И две в стороне стояли чуть-чуть. Аж пожалел, что камеру выключил. На самом деле в таких путешествиях камеру лучше вообще не выключать. Каждую секунду может что-то произойти интересное. Вон, к примеру, летают орлы впереди. Это те же, которые там поднялись. Тоже огромные. Красота. Кружат над ельничком. Поехали, сопровождать будете меня. То есть я поехал, а вы полетели. Тут раньше дорога получше была. Так, и нам надо здесь съехать чуть-чуть. Вон желтеньких цветочков сколько. Вообще класс, весна. Вот тут именно весна. Уже чувствуется в горах. Ранняя весна. У нас уже там весна внизу.
полный ход, а здесь только-только начинает все. Посмотрите, цветут деревья, трава зелененькая, призелененькая, какие-то цветочки все. Все цветет, блин, и пышет. Еще одна горка. Так, по идее нам надо вот сюда нырять куда-то. По вот этой дороге. Я, конечно, со спутника посмотрел, как туда проехать. Буду примерно по памяти ехать. Ой, что-то тут вообще одни камни. Дорога тоже не из легких здесь. Еще у меня вилочка что-то постреливать начинает. Это плохо. Ну так а шо? Каждый раз вот так ездить по таким камням. Любая вилка постреливать начнет. Вот мы свернем вот сюда. Надо на ремонт мотоцикл ставить. У меня, блин, как сезон, так я ставлю на ремонт мотоцикл. Нет, чтобы зимой этим заниматься. Прошлое лето он у меня вообще после аварии простоял. Все лето практически, только под конец лета я его сделал. Так, у нас впереди жестокая горка. Будем пытаться преодолеть. Не знаю, камера, наверное, вам не передает всего этого. Вряд ли камера передает все это. Ну, как всегда, мотоциклу по барабану. С той стороны вообще как будто дождь пойдет. Блин, хоть бы я под дождь не попал. Я с собой не брал ничего, ни дождевик. Это будет капздец. Я надеюсь, меня минует эта участь. Кто-то на велосипеде здесь ездил, следы велосипедные. Я имею в виду недавно. Одуванчиков сколько. И еще какие-то желтенькие цветочки. Опять какие-то марсианские грунты. Откуда здесь столько камушков мелких? Тут лучше всего ездить в стоечке.
Так, где же эти перья Хабхала? Вот тут сейчас будет миллиард развилок. И куда именно ехать, я не знаю. Вон стол-гора я вижу, где мы были с вами в прошлый раз. Но нам надо правее брать. Правее и ехать. Ладно, сейчас доедем до развилки какой-нибудь и уже оттуда будем смотреть. Так, вот и развилка у нас. Вот это прямо идет на Стол-гору, а мы поедем вот сюда. Здесь даже дорожка такая, ну, по крайней мере, поначалу приятная. Ох, что-то тучки сгущаются. Что-то очень быстро они сгущаются. Ага, вон я и увидел перья Хабхала. По крайней мере, визуально я теперь знаю, куда ехать. А дорогу всегда найти можно. Поспрашиваем у птичек, оленей. Ну, здесь, кстати, дорожка более-менее хорошая. Сказал хорошая, и дорожка сразу изменилась. Вот по этой дороге я еще ни разу не ездил. Смотри, что и ветерочек прохладный стал дуть. Неужели действительно дождь пойдет? Так, что тут за подъемы у нас? Ого! Нифига себе подъемы по камням. Мне просто интересно, эта дорога приведет нас туда, чтобы не ездить зазря. Ну, я надеюсь, приведет. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, даже дорога красивая. Необычные такие здесь и деревья, и камни чуть-чуть отличаются. Ну, Хабхал, сам Хабхал то же самое, он отличается от всех наших гор. Сейчас приедем, я вам покажу. Хотя я реально там тоже сам не был ни разу. Посмотрел в интернете и думаю, а чё это я не был здесь еще ни разу? Надо исправлять. Вот теперь еду.
Так, ну куда теперь? Налево или прямо? Вот куда ехать? Я думаю, что, наверное, прямо. Поеду прямо, а сверху разберусь, посмотрю. Маленькие елочки. Короче, я не совсем уверен, что еду правильно, потому что я удаляюсь все дальше и дальше вглубь горы, а по идее перья Хабхала находятся вот там. Сейчас доеду до ближайшей развилки и посмотрим, что будет. Может, поворот будет какой-нибудь, ну либо буду тогда сворачивать и ехать прям по дикой природе в сторону гор вот тех, в сторону перьев Хабхала. Ну, ландшафт здесь очень необычный. Посмотрите на эти камни только. И становится холодно. А я с собой ничего не брал. Сейчас, если еще промокнуть, то это будет фиаско. Хоть бы где-то поворот был какой-то, чтобы я мог повернуть хоть какой-то указатель. Но я не вижу дороги туда. Ну ладно, сейчас немного проедем еще. Нет, мне кажется, что надо разворачиваться и ехать в обратную сторону. Так мы на перья Хабхала не попадем. То, о чем я и говорил, не хотелось бы в неправильном направлении блуждать. Приходится блуждать все ж таки. Ну ничего. Экспедиция. Главное найти дорогу. Во второй раз, когда поеду сюда, уже буду знать, куда ехать. Потому что сейчас я съезжу, и мои друзья захотят тоже сюда. И я буду как Сусанин. Точнее, я сейчас как Сусанин. Обратно быстрее едется, что ли? О! Надо не разгоняться сильно. Это вот такие камни. Без колес останешься. Ой-ой-ой-ой-ой. А еще если пойдет дождь, то все нафиг намокнет. А я не люблю по мокрому ездить, по грязи, по вот этой. Я не хард-эндурист. А тут когда-то дорога была какая-то. Может наверх сюда подняться. Как я и говорил, поехать по диким местам.
Мы что на мотоцикле, нам какая разница. Блин, вот там вот дороги вижу идут. Либо то посадки какие-то. А как туда проехать? Непонятно. Ну да, заехали. Отсюда вряд ли мы спустимся куда-то. Одни камни сплошные. Хотя, может и спустимся. Не, ну камни, конечно, тут красивые. Тихо, тихо, аккуратно, аккуратно. Красивые и большие камни. Как только отсюда спуститься. Да и куда спуститься? Ага, вон я дорогу вижу вдалеке. А как нам спуститься к ней? Куда-то надо вот сюда проруливать. Вот тут трава какая. Ну, вроде бы спустились. Теперь до дороги надо проехать. Так, я вижу какую-то беседку. Возможно, мы доехали, а возможно, нет. Ага, вот туда вот дальше нам надо. А туда дальше, ну ладно, мы сейчас здесь посмотрим. Будем, так сказать, потихонечку продвигаться. Но здесь, мне кажется, тоже что-то есть. Не зря тут беседка стоит. О, красота! Вот это красота! Сейчас мы с вами расчехлемся и будем все изучать. Мне уже нравится. Какая скала хорошая! Сейчас мы с вами на самый верх туда залезем. Так, пока что отключаюсь. Так, ну что, пойдемте изучать. Вот так, наверное, я лучше буду показывать вам. Посмотрите на эту высоту. Это очень красиво. Я знаю, камера вам не передаст все это. Но это очень красиво. Опа. Вот так. Повыше. Чтобы ущелье было видно. Елочки, сосны, посмотри, растут. Прям по склону. Как они там растут? Камни ж одни. Очень необычное место. Я таких скал еще не видел у нас в Крыму. С этой стороны все то же самое. И высоты такие прям. Хапхал в переводе это что-то означает, типа пасть волка или что-то такое. Ну оно и похоже, как будто зубы.
Посмотри, какой грунт. Сплошные камни. Причем камни вертикально вверх стоящие. Сюда даже на мотоцикле подняться невозможно. Вот какие-то крепежи для скалолазов, видимо, я не знаю. Они у нас любят тут полазить, покататься. Посмотри, высота какая. Вон Стол гора, где мы с вами были в прошлый раз. Ветерочек. Дует ветерочек. Все уже и уже. О, дождик начинается. Капает. Вы посмотрите на это. Сейчас мы с вами еще сходим вот туда вот. С той стороны посмотрим. Там прям, смотрю, хребет такой идет. Ну и здесь, в принципе, он хребет внизу. Красота. Очень красивое место. Вот то море впереди. Ну да, на Стол горе немножечко повыше. Здесь не так высота чувствуется. Как бы чувствуется, но не такая она прям сильная высота. Но здесь очень красиво. Сама природа, сами камни вот эти, скалы необычные. Все оно поросшее елями этими. Птички поют. Красота. У-у-у! Эхо. Да. Пойдемте дальше. Изучать. Даже тут сверху вон сосна растет. И много-много шишек на ней. Вон, шишки висят. Ребята, походу, вот оттуда на нас надвигается дождь. Походу, выбираться мы сегодня с вами будем под дождем. Я еще хочу посетить вот здесь и туда выше заехать. Вон туда подняться. По-любому поедем. Да, очень необычное место. Так, беседка у меня здесь есть. На случай, если пойдет сильный дождь, можно, в принципе, и в беседке переждать, посидеть. Но лучше не надо. Лучше, чтоб он пошел дождь, когда я уже домой приеду. Посмотрите на эту расщелину. Посмотри, скала какая. Кстати, сверху стоял, смотрел, не казалось, что там такая высота огромная. Отсюда смотришь прям, ну это ж пропасть. Классное место тоже для фотографий. Фотографироваться здесь огонь. Пойдем дальше смотреть.
как образовались эти скалы, вообще непонятно. Что должно было произойти, чтобы вот эти камни так повылазили. Вот, к примеру, посмотрите, вот тот камень. Вот как? Там этажей 5, наверное, вылезло вверх. Сейчас мы его отсюда посмотрим. Вот как он вылез. Как обрушение. Чё? Такое ощущение, что он прям с-под земли. Бумц, и клык такой торчит. За многие годы эрозия, коррозия, как ее там называют. Тоже как-то слабо в это верится. Такое ощущение, что действительно просто вылезли из-под земли. Я сюда приеду с палаткой. Мне очень нравится это место. Здесь это то место, где хочется проснуться с утра. Тут посмотрите на эти камни. Посмотрите на этот грунт. Какие процессы. Вот оно все. Даже в дырочках каких-то. Вот дырочка. Там дырочка. Он весь какой-то... Лава кипела, вылезла и затвердела. Ох! Красота! Вообще необычное место. Не бывал еще ни разу в таких подобных. Аж настроение поднялось. Я как-то ехал с таким настроением не очень. Думаю, дождик этот, тучки все сгущаются. А сейчас прям настроение поднялось. Вот, посмотрите, вот там мы сверху стояли, я говорил, не страшно. Нифига себе тут высота. Может, потому что оно вот так покатисто, и оно смотришь, как бы, да, не сильно высота большая. А на самом деле, вот посмотрите, прям действительно зубы, как зубы. Очень красиво. Так, чтобы нам попасть туда, нам надо обойти. Пошли. Там мотоцикл оставил, рюкзак, все документы там. Я думаю, здесь так же, как и на Стол-горе, людей мало. Поэтому не будем переживать. Вон сосны какие. Посмотри, шишек сколько. И тоже все сюда погнуты природой. С той стороны даже веток нету. Ни на одной. А с этой стороны ветки к югу тянутся. Оттуда, видимо, очень сильные ветра зимой. Посмотри. Так. Тут надо быть аккуратным. Вот как она тут растет. Те что тут условия все самые лучшие. Да, хотел залезть на этот камушек, а он треснутый и отколотый. Он скоро поедет вниз. Ну ладно, отсюда будем любоваться, значит. Посмотри. Прекрасное место. Просто прекрасное. Тишина, птички поют. Да, я сюда точно приеду с палатками.
Прям это не обговаривается. Надо пациков подговаривать. Садиться на моцике и ехать сюда брать палатки. И прям на несколько дней, чтобы это было. Прям кайфануть. Тоже скала. Так, мы сейчас сядем на мотоцикл и переедем вон туда. Еще оттуда посмотрим. Дождик все сильнее и сильнее начинается. Это плохо. Потому что выезжать нам и ехать до дома далеко. А наша крымская глина — это ужас. Это скользко, это липко. Она налипает на колеса до такой степени, что колеса останавливаются, перестают крутиться. Вон здесь полянка какая классная. Вот с палаточками останавливайся. Ну, конечно, я бы хотел найти получше место какое-то. Вот здесь смотрю. Скорее всего, да. Вот здесь вот и останавливаются люди с палатками. Вон кострище. Вон одуванчиков сколько. И здесь везде цветочки какие-то. Травка зелененькая. Так, ну туда дорога у нас, по-моему, я видел краем глаза, что идет. Да. Вот так вот. Пока переехал, дождик начинается все сильнее и сильнее. Там вообще затянуло. Я так чувствую, что я сегодня попаду в ливень. Не хочется. Очень не хочется попадать в ливень. И к тому же мы еще не все посмотрели. Не знаю, туда я уже, наверное, не поеду. Возможно, оставлю это до того времени, когда приеду сюда с ночевкой. Вот там с ночевкой будет очень хорошо. Да, ну а это место мы сейчас посмотрим с вами. Тоже посмотрите, высота. Сейчас залезем туда. Какие сосны здесь классные. Смотри. И у всех северная сторона вообще без веток. Посмотри, на севере лысая, на юг все веточки. Очень необычные скалы. Не знаю, там линза, наверное, будет вся в капельках. Ну, хоть что-то вы увидите. Вот эта высота. У-у-у! Офигеть эхо. Вот камень тоже скоро отъедет. О, посмотри, трещина. Это же, скорее всего, еле-еле держится. Ну, тут я смотрю, все камушки такие. Здесь соснами прям пахнет. Класс. Смотрите, вот там дальше, ниже сосны. Вот я бы так и спустился, если бы не погода. Я еще раз сюда приеду, все-таки буду снимать. И я спущусь прям по вот этому хребту туда ниже. Там сосны такие тоже покрюченные. Все это надо фотографировать и снимать. Так, ну что, ребята, будем завершать на этой хорошей ноте. А мне возвращаться по дождю. Так что давайте, подписывайтесь. Всем пока.